природа продолжает атаковать. Потоки воды, шквальный ветер, разрушительные оползни. Мир тонет в катастрофах, и каждое новое событие все страшнее. Смотрите выпуск до конца, чтобы быть в курсе всех происшествий. Вы на канале «Горизонт событий». В самом высокогорном городе России, Тырныаузе, в Кабардино-Балкарии, произошел мощный селевой поток, вызванный сильными дождями в горах. Сообщается о повреждении газа и водоснабжения части города, а также первого этажа здания администрации Тырныауза. Последний мост, связывающий город с направлением на Нальчик, оказался завален. В Эльбрусском районе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Из-за выноса селевой массы из селе-пропускного лотка власти провели эвакуацию жителей близлежащих домов. Для пострадавших организован пункт временного размещения на базе средней школы номер 3. Автомобильное движение в районе Герхажан полностью перекрыто. Организовано реверсивное движение по объездной дороге через территорию завода «Гипсолит» в промзоне. На месте работают оперативные группы МЧС России, бригады экстренных и аварийных служб. Администрация призывает жителей оставаться дома и следить за официальными обновлениями. Ситуация остается напряженной, но находится под контролем соответствующих служб. В парке развлечений в районе Аль-Хада, близ города Таиф, в Саудовской Аравии, произошла авария на аттракционе 360 градусов. Во время работы экстремальной карусели центральная опора конструкции неожиданно раскололась, в результате чего платформа с пассажирами обрушилась вниз. По данным местных СМИ, пострадали 23 человека, 3 из них находятся в критическом состоянии. Один из посетителей был отброшен на несколько метров. Очевидцы сообщают, что сломанная опора ударила по людям, находившимся внизу, а некоторые пассажиры, оставшиеся пристегнутыми, получили травмы при падении платформы. На место происшествия оперативно прибыли бригады экстренных служб, включая медиков, спасателей и полицию. Власти Саудовской Аравии закрыли парк и начали расследование всех обстоятельств инцидента. После изнуряющей жары Санкт-Петербург столкнулся с резким ухудшением погодных условий. Ливни, грозы, град и порывистый ветер до 15 метров в секунду накрыли культурную столицу, принеся хаос на улицы города. В городе и Ленинградской области зафиксирован град размером с перепелиное яйцо, а в некоторых районах его размеры достигали даже сливы, что привело к повреждениям автомобилей и крыш домов. Непогода серьезно затруднила движение в центре города. Часть светофоров вышла из строя, сильный ветер срывал дорожные знаки и конструкции. На улице Академика Лебедева часть крыши здания обрушилась на припаркованный автомобиль. По всему городу наблюдались поваленные деревья, поврежденные автомобили и крыши зданий. Местами возникли локальные подтопления. Сегодня бригады экстренных служб до сих пор устраняют последствия стихии. МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности, не укрываться под деревьями, избегать использования электроприборов и по возможности оставаться дома в непогоду. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. Вблизи военно-морской авиабазы Лемур в Центральной Калифорнии разбился истребитель F-35 Lightning II, принадлежащий военно-морским силам США. Инцидент произошел примерно в 64 километрах к юго-западу от города Фресно. Пилот успешно катапультировался и был доставлен в больницу для осмотра. По данным властей, его жизни ничего не угрожает, других пострадавших нет.
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования, включая пожарных Cal Fire, полиции округа Фресно и сотрудников базы. F-35 стоимостью около $100 миллионов принадлежал к учебному подразделению для подготовки пилотов и экипажей к управлению этим типом самолетов, предназначенных для операций на авианосцах. Причина аварии пока не установлена, ведется расследование. Это уже второй случай крушения F-35 в 2025 году. В январе истребитель F-35 ВВС США разбился на базе Эйлсон в Аляске во время тренировочного полета. Тогда пилот также благополучно катапультировался. Мощная песчаная буря обрушилась на долину Ика в Перу, создав беспрецедентные экстремальные условия. По данным Национальной службы метеорологии и гидрологии Перу, порывы ветра, достигавшие 40 км в час, подняли в воздух огромное количество песка и пыли, что снизило видимость практически до нуля в городах Ика, Писка, Паркона, Наска, Пальпа и Акукахи. Местные власти временно перекрыли ключевые дороги из-за нулевой видимости и риска аварий. Из-за плохой видимости в море прекратили работу и рыбаки. Все рыболовные бухты в районе Писка и Паракаса были закрыты. Песчаная буря нанесла ущерб виноградникам и полям спаржи. Метеорологи отмечают, что буря была вызвана сочетанием сильных ветров Паракас, характерных для региона, и аномально сухих условий в пустыне. Власти региона Ика развернули оперативные группы для оценки ущерба и помощи пострадавшим. Жителям рекомендовано оставаться в помещениях, использовать защитные маски и избегать поездок до улучшения условий. Город Артуш, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на краю пустыни Такламакан, столкнулся с беспрецедентными для региона ливнями. За 6 часов выпало 88,9 мм осадков, что эквивалентно 6-годовым нормам осадков в этом засушливом районе. Артуш, находящийся в Таримском бассейне, известен своим сухим континентальным климатом с годовой нормой осадков около 15 мм и всего 44 дождливыми днями в году. Такие экстремальные осадки стали редким явлением для региона. Вода залила дороги, дома и сельскохозяйственные угодья. Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением и транспортным движением. Власти Артуша оперативно развернули спасательные операции, эвакуировав жителей из низменных районов. По предварительным данным, жертв нет, ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству оценивается. Ученые отмечают, что подобные экстремальные осадки в Синьцзяне становятся чаще из-за изменения климата, вызывающего потепление и увлажнение региона. Индия переживает серию экстремальных погодных явлений, и Дели стал одной из наиболее пострадавших территорий. По данным Индийского метеорологического департамента, восточные районы города и его пригороды получили до 147 мм осадков за короткий промежуток времени, что привело к стремительным подтоплениям, транспортному коллапсу и человеческим жертвам. На дорогах образовались многокилометровые пробки. По данным полиции Дели, к утру 1 августа было зарегистрировано 27 случаев обрушения зданий и 50 случаев падения деревьев. Аэропорт Дели работает с перебоями, 10 рейсов были перенаправлены в Лакхнау, многие рейсы задерживаются из-за плохой погоды. Из-за продолжающихся ливней сегодня закрыты все школы. Энергоснабжение в некоторых районах было отключено для предотвращения случаев поражения током. Власти объявили красный уровень опасности, призывая жителей оставаться дома и избегать ненужных поездок. Под ударом наводнения оказался и город Таранагар в округе Чуру в штате Раджастхан. Сильные муссонные дожди привели к затоплению улиц, домов и сельскохозяйственных угодий. Согласно данным метеорологической службы, Таранагар получил около 10 мм осадков за короткий период времени, что в сочетании с ранее накопившейся влагой от дождей в июле вызвало переполнение местных водоемов и дренажных систем. Подтоплены низменные районы города, а также близлежащие деревни. Сельскохозяйственные угодья, составляющие основу экономики региона, понесли значительный ущерб.
Таранагаре развернуты команды спасателей, местные жители из наиболее пострадавших зон эвакуируются в безопасные места. В Чуру и соседних районах объявлен желтый уровень опасности. В некоторых частях штата сохраняется оранжевый и красный уровни из-за риска дальнейших подтоплений. Страдает от муссонных ливней также Тайвань. Наиболее пострадавшей стала деревня Синьшань, расположенная в уезде Синьчжу, где ливни привели к катастрофическим последствиям для местных жителей и инфраструктуры. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, за сутки в некоторых районах острова, включая Синьшань, выпало до 500 мм осадков, что значительно превысило месячную норму. Местные власти сообщают, что стремительный подъем воды в местных реках и ручьях привел к затоплению сотен домов, многие жители остались без электричества и водоснабжения. Наводнение также нанесло серьезный ущерб сельскому хозяйству. Рисовые поля и плантации фруктовых деревьев оказались полностью уничтожены. Наводнение парализовало и транспортную систему региона. В уезде Синьчжу закрыты несколько ключевых дорог, в результате размытия путей нарушено железнодорожное сообщение, в аэропорту Тайбэя отменены или задержаны десятки рейсов. На острове объявлен режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах работают спасательные команды и военные. В результате наводнений по всему Тайваню пострадали десятки человек, а число эвакуированных достигло нескольких тысяч. Сильный шквалистый ветер обрушился на Демянский район Новгородской области, вызвав значительные разрушения в районе села Красея. По предварительным данным, порывы ветра повалили множество деревьев, что привело к затруднениям на местных дорогах и создало угрозу для инфраструктуры. Местные жители сообщают также о повреждениях линий электропередач и перебоях с электроснабжением. Власти перевели все экстренные службы на усиленный режим работы для ликвидации последствий стихии. Мощный селевой поток, вызванный обильными дождями, обрушился на район военно-грузинской дороги вблизи КПП Дариали и Верхний Ларс, единственного сухопутного перехода между странами. В результате проезд для всех видов транспорта в обе стороны оказался полностью закрыт, а работа таможенно-пропускного пункта Казбеги приостановлена. По заявлению МВД Грузии, с КПП Дариали эвакуированы сотрудники патрульной полиции, таможенной и пограничной служб, а также работники частных компаний, обслуживающих пункт пропуска. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем подразделений министерства, ведущих мониторинг на месте. Уровень реки Терек, протекающей в Дарьяльском ущелье, значительно повысился, что увеличивает риск дальнейших оползней. Сезон лесных пожаров 2025 года в США начался с небывалой интенсивностью, охватив сразу несколько штатов на западе страны. По данным Национального межведомственного пожарного центра, наиболее тяжелая ситуация сложилась в штатах Вашингтон, Аризона, Юта и Калифорния, где огонь стремительно распространяется из-за экстремальных погодных условий, таких как засуха, высокие температуры и сильный ветер. Эксперты связывают эскалацию пожарного сезона с изменением климата, которое приводит к более раннему таянию снегов, затяжным засухам и усилению ветров. Для тушения пожаров мобилизованы тысячи пожарных, включая команды из других штатов и соседних стран. И напоследок новости из животного мира. Ученые объявили об открытии нового вида палочника, который, вероятно, является самым тяжелым насекомым Австралии. Насекомое достигает 40 сантиметров в длину и весит 44 грамма. Гигантский палочник был найден в труднодоступных тропических лесах высокогорий Атертон в Северном Квинсленде в регионе Wet Tropics. Профессор университета Джеймса Кука Ангус Эммот, один из авторов открытия, отметил, что крупные размеры насекомого могут быть эволюционной адаптацией к прохладному и влажному климату высокогорья. Ученые уточняют, что палочник остался незамеченным из-за своего обитания высоко в кронах тропических лесов.
Открытие подчеркивает богатство биоразнообразия Австралии, где, по оценкам ученых, до 70% видов насекомых остаются неописанными. Мир продолжает меняться каждый день, и мы будем держать вас в курсе. Спасибо, что были с нами. Поддержите выпуск подпиской, и увидимся уже завтра.